Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я вас приглашаю на новую прогулку по Парижу. Париж в декабре. Декабрь – это, естественно, Рождество, рождественские праздники, поэтому прогуляемся по рождественскому Парижу и заодно я отвечу на пару вопросов, которые были в комментариях под последним видео. Vous êtes prêts? On y va! Но сначала о погоде. В декабре обычно влажно и холодно. Часто идут дожди, иногда выпадает снег, но практически сразу же и тает. И средняя температура днем +8, ночью +4. И по дороге отвечу на вопрос, что в Париже с клопами. В комментариях мне задают вопрос, что там с клопами, эпидемия, приезжать или не приезжать. Но кажется, что психоз, который был в Париже в сентябре-октябре, в последнее время немного приутих. Клопы не исчезли, они присутствуют в 20% домов в Париже. Что касается метро и городских автобусов, лично я клопов не видела ни разу. И в соцсетях в последнее время никаких фотографий не было. И в метро вам следует опасаться все-таки не клопов, а мошенников и воришек. Вот такие объявления можно слышать постоянно на станциях метро. Карманники могут присутствовать на станции или в поезде. Плотно закройте свои сумки и будьте бдительны, используя свой смартфон. Так что кошелек с деньгами нужно прятать поглубже и не светить дорогим телефоном. В начале декабря в Париже открываются рождественские базары. Город поделен на 20 округов, и практически в каждом округе есть рождественский базар, но самые знаменитые – это в парке Тюильри, в Ля Défense, на бульваре Сен-Жермен. На мой взгляд, самый интересный рождественский базар в квартале Ля Défense. Вот с этого квартала мы и начнем нашу прогулку. В этом году рождественский базар в Ля Défense открыт до 27 декабря. Здесь 180 шале, где можно попробовать разнообразную кухню, выпить глинтвейн, купить подарки на Рождество и даже встретить Пère Noël, Деда Мороза. Помните, я вам говорила, что такое шукрут? Сейчас я вам покажу шукрут. Вот настоящий шукрут. О, вы только посмотрите, какая красота. Пино де Шаронте. Здесь жарятся пирожные, а продается в соседней лавке. Сейчас я вам покажу. И результат вот такой. Le gâteau à la broche. Есть писташ. На острове Сите в цветочных магазинах продают елки и новогодние украшения. А я пока отвечу еще на один вопрос. Как проходит подготовка к Олимпийским играм? В северном пригороде Парижа в Сен-Дени строят Олимпийскую деревню, перестраивают или реставрируют стадионы и бассейны, но парижан больше волнует, как будет организовано транспортное сообщение в Париже. Кстати, обещанный к Олимпиаде поезд-экспресс от аэропорта Шарль-де-Голь до Парижа, на котором можно было бы добраться до столицы за 20 минут, будет открыт только в 2027 году. И много вопросов к организации безопасности в городе. Открытие Олимпийских игр будет проходить не на стадионе, а на набережной Сены. И уже известно, что за порядком в городе будут следить 5000 военных. Для них на востоке города в Винсенском лесу будет построен военный палаточный городок. Плюс
30 тысяч полицейских и примерно столько же частных охранников. Кстати, о безопасности. В октябре в Париж приезжал глава Олимпийского комитета Монголии, чтобы обсудить вопросы безопасности Олимпийских игр в Париже. И главу Национального Олимпийского комитета Монголии и его супругу ограбили. Ограбили в туннеле Сен-Дени у подножия стадиона Стад де Франса. Микроавтобус направлялся в гостиницу из аэропорта, и в туннеле возле стадиона грабители разбили заднее стекло и схватили сумку с драгоценностями с заднего сиденья. Общая стоимость драгоценностей составила 570 тысяч евро. Вот такая ирония судьбы. А за несколько дней до этого ограбления, в начале октября, были ограблены еще и туристы из Саудовской Аравии. Они также ехали из аэропорта Шарль-де-Голль в Париж, и в этом же самом туннеле были ограблены. Так что парижан очень волнует и безопасность, и транспортное движение, поэтому многие уже планируют покинуть столицу на время Олимпийских игр. Если кто-то из вас все-таки собирается приехать в Париж на Рождество и Новый год, то вы можете посмотреть ярмарку в парке Тюильри. Здесь эта ярмарка работает до 7 января. А что касается рождественского декора в Париже, все то же самое, что было в прошлом году. Те же самые шарики, те же самые елочки, та же самая иллюминация. И на Елисейских полях, на Авню-Монте ничего не изменилось. Так что вы можете посмотреть мое видео «Рождество в Париже за прошлый год». И в этом году абсолютно та же самая иллюминация. Действительно интересно посмотреть – это витрины. Рождественские витрины галереи Лафайет и Принтон. С крыши галереи Лафайет открывается великолепный вид на Париж. И, кстати, еще был вопрос об освещении Эйфелевой башни. Так вот, огни гаснут на Эйфелевой башне теперь в 12 часов, а не в 2 часа ночи, как это было раньше. Ждем открытия витрин. Elle pouvait pas louper les vitrines de Noël. Ah non. L'oiseau qui tire des fils, qui fait envoler des oiseaux. Ah ouais.
Voilà, c'est les belles choses. И в конце этого видео предлагаю вам небольшую прогулку по саду Альбера Кана. Ну, тот, кто смотрел мое видео «Сады Живерни» и японский сад Альбера Кана, я там очень подробно рассказала об этом саде. Но мне захотелось посмотреть осенние краски. Речь на канале о Франции не только. Пока. И теперь в этом музее Альбера Кана открыли кафе. Совсем недавно, месяц назад. Обратите внимание на чашку ручной работы в японском стиле. О саде Альбера Кана у меня есть отдельное видео, так что, если вам интересно, смотрите по ссылке. Да, в этом году клены не очень красивые, потому что очень жаркое было лето, они просто высохли листья. Но зато вот это гинко, дерево гинко, очень красивое. И посмотрите, это голубое небо ноября.